Артур, давай быстрее собирайся, нам уже пора выходить. Значит, друзья, я не знаю, получится вам показать у Приянки дома или нет, поэтому сейчас показываю вам платье, которое мы подарим ее дочке на день рождения. Собственно, мы сейчас собираемся на день рождения, на детский. Я, кстати, вам показывала, когда мы покупали это платье. Ну, может быть, не все смотрели эту серию. Это было уже давно. Мы заранее его купили, потому что были в тех краях, где продается красивая одежда. Вот. Давай, Артур, на видео покажем. Он сейчас мне собрался показывать весь материал по завтрашнему экзамену. Сколько ему нужно было выучить. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот это вот я не могу. Это ты еще не выучил. Это мы еще сейчас, когда вернемся с дня рождения, еще Артур будет доучивать. И, Артур, то есть это на какой экзамен? Расскажи зрителям. Какой экзамен? На Science. Еще это Science это как наука. Надо еще это все получить, так как оно будет на экзамене. Раз, два... Нет, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27. Ну ладно, давай 28, уже, не 29, надо. Сейчас. Не утомляй 30, зрителей. 31, сейчас, ма. Все поняли. 34, 35, Много, 36, 37, 38, Но ты 39, справишься. Вот еще от Нихи торт сразу вам покажу. Дрити, так зовут девочку. Окей, ну все, пора нас будет провожать. А сам не пойдет, потому что он кашляет. Он здоров уже, в принципе, себя хорошо чувствует, но лучше перестраховаться. Всем привет, мы уже у Приянки в гостях. Бавин, поздоровайся, say hi. Ниха пришла вместе со своей племянницей, красавицей Пришей. А эта девочка, это родственница, я не знаю. What is your name? Апканам? Так, это мама Приянки. Вот посмотрите, как красиво они украсили комнату в честь дня рождения. Именинницу покажу чуть позже, она в другой комнате. Возьмите к себе в компанию эту девчушку, Артур. Пусть тоже с вами играет. Давай, play. Come on, play. Кстати, сейчас уже 8 часов вечера. Вот так вот в Индии принято отмечать день рождения. Даже такой малютки. 2 годика ребенку. И гостей позвали на такое вот время. Я еще вам не показала. Вот видите, как потолок тоже украшен шарами. Это все Приянка декорировала. Я уже сижу, позевываю и думаю о том, что нам еще надо будет, вернее, Артуру еще надо будет доучивать, подготавливаться к экзамену завтрашнему. Ну, естественно, я тоже спать не смогу. Вот здесь специально поставили стол, туда поставят торт и будут торжественно разрезать торт. И после этого уже будем одаривать именинницу подарками. А до нет, до не принято. Если есть торт, то нужно только после торта. Смотрите, Приянка где-то нашла, но я шучу, конечно. Но действительно, она вышла из комнаты и приходит с малышом. Мальчик, ему всего 2 месяца. И вот Нихе захотелось поддержать маленького ребенка. Артур, ты хочешь, чтобы я такого завела? Ну, что ж я тебе говорю, это уже он не первый раз мне так отвечает, говорит, я не хочу, чтобы ты второго ребенка рожала, потому что ты тогда меня разлюбишь. Ну, как можно такое подумать? Вот, кстати, у ребенка глаза накрашены. Это специально, чтобы не сглазили, ну и плюс, чтобы обезопасить ребенка от инфекции. You like this baby? Yes, I like. Мне кажется, если бы я родила второго ребенка, Артур бы очень сильно любил. Очень сильно. Это он сейчас так говорит, но на самом деле он любит детей. What name? Сахил. Ой, а если бы Артура кому-то так дали поддержать незнакомым, он бы сейчас бы так орал, ну, в таком возрасте 2 месяцев, что мало бы не показалось. Только у меня, у бабушки и у дедушки, и у
У моего брата на руках сидел, более или менее нормально. Так, а вот и birthday girl, именинница. Она, кстати, в платье, которое мы ей дарили. Так, вот это вот все родственники собрались, вот это вот мама малыша. Да так, почему бы так и не рожать, да, если можно кому-то отдать на руки и отдыхать, заниматься своими делами. Я не могла, я даже ела с Артуром на руках, когда он был маленький. Слушайте, какая умная девочка. Такую ей задачу поставили стоять вот перед всеми гостями. Она стоит, улыбается всем. Не капризничает, умничка. Стоит, позирует. Внимательно на всех смотрит. Даже не только я видео снимаю, здесь все с телефонами. Все абсолютно фотографируют или снимают видео. Так, и сейчас будут проводить пуджу, религиозный обряд. Это бабушка, ну, мама Приянки. А вот там папа стоит, папа Приянки, в свитере. Ну, в принципе, единственный мужчина. Нет, не единственный. С этой стороны тоже мужчины молодые. Решили поставить девочку на возвышенность. Теперь решили посадить. Боже мой, как куколку тебя. Ой, как красиво. Разложили платье. А ей нравится, видите? Она нормально все это воспринимает, всю эту экзекуцию. Так, ну давайте уже начинать. Так, теперь очередь мамочки. Мамочка проводит религиозный обряд, благословляет свою доченьку. Приянка сегодня красивая. Я не успела снять на видео, почему-то Дрите не понравилось, когда ее стала благословлять вот эта пожилая женщина. Стала руками размахивать, мол, уходи, уходи, не трогай меня. Вот интересно. Да, Артур, ты заметил? Вот видите, даже немножко как всплакнула. Так, все, значит, торт. Вот такой вот красивый, роскошный торт, но это их торт. Это не тот, который... То есть пора мне объяснил, вот этот торт, который мы принесли, это от нас, от всех, от нас, от Нихи и от Бавина. Вот торт. А они еще тоже одежду будут дарить. Если получится, я покажу. Ниха мне уже показала там 2 костюмчика симпатичных. А что у Бавина, я еще не успела. Не успела посмотреть, вон кулек. Вот наш торт положили, тоже поставили на стол. Ну и, собственно, вот так вот детский день рождения здесь отмечают. Самое главное, это как религиозный обряд благословения. А разрезание торта это уже позаимствовали западное влияние, скажем так. Модная тенденция. А раньше просто на день рождения благословляли, ходили в храм. Никто торты раньше не разрезал. А сейчас без этого не обходится ни один день рождения. Это модно по-современному. Родственница учит, как ей разрезать торт. Видите, ей уже вложили в руки нож деревянный.
Так, а сейчас торт отнесли на кухню, его разрезают и раскладывают по тарелочку, и тем временем гости вручают подарки. По очереди всех фотографируют. Артур, ты пойдешь вручать подарок, хорошо? А я сниму на видео. Вот видите, все присаживаются рядом. И вот отец Приянки снимает на телефон. Ну, это тебе, Артур, ешь. Мне сейчас принесут. Вот видите, торт в сочетании с солеными, ну, типа чипсиков. Здесь любят именно вот так вот раздавать. Так, еще не все. Вручили подарки, пофотографировались. Я, может быть, вставлю фотографии. И сейчас вот малышка должна лопнуть шарик, а внутри шарик как конфеты. Боже мой. Ей нравится. Самое главное, что ей нравится. Довольная, улыбается. Вот это единственное, что пожилая женщина ее немножечко вывела из себя. Вот этот паренек похож на нашего Ишванта. Мы, кстати, вместе с Артуром обратили на это внимание. На двоюродного брата. Bye. Thank you. Bye. Happy day. Так, минуточку внимания. Парам. How do you feel? Как ты себя чувствуешь? Ты уже выздоравливаешь, а? Полегчало тебе? No, okay, good. Better than before, Yeah, да? better than before. Значит, can I show? Я хочу doctor. показать My doctor. вам, мои дорогие зрители, табличка «Не повторять», как Парам лечится. Ну, это как о народной медицине в Индии. Доктор Бренди. Еще и написано «доктор». Brand. So, Alcohol. да, ну, я думаю, что все догадались, что бренди – это алкоголь. Ну, so, Very good. When I feel head pain, cold, cough, this help. Really Значит, help. друзья, Парам говорит, что даже детям в Индии дают бренди, ну, разбавляют горячей водой. Ну, вот это получается, он вчера перед сном столько выпил, я не знаю, сколько тут грамм, кипяток. Ну, еще One pack. можно добавить lemon juice, да, you can put some. No, Ну, I и want- Парам, I нет, want Парам только горячую воду. Ну, в Hot принципе, water, можно. Very hot. Мед. And I only, please, really. А, и нужно еще медленно попивать. Не то чтобы залпом выпить. Мне Парам дал вчера попробовать. У меня чуть этот глоток обратно не вышел. Но очень отвратительно, мерзко. А Парам This вот one will help. вечером, I'm да, not taking any medicine. подтягивал вот так вот медленно в течение, наверное, минут 10 выпивал этот целительный напиток. Вот. Ну и, собственно, говорит, что вот поэтому сегодня он себя уже лучше стал чувствовать. По-моему, отрава. Видите, Артур говорит, что это, по-моему, отрава. Ну да, ни один доктор не посоветует такое вот лечение. Ну, опять же, я повторюсь, не повторять. Так, а я сейчас буду готовить Артуру бутерброды, деликатес. Сейчас я вам покажу. Артур, открой, пожалуйста, крышечку. Вот, посмотрите, какая мама у меня молодец. Ого. Рыбка и огурец и помидор. Соленые огурцы, помидоры. В общем, я сейчас уже стала регулярно этим заниматься. Уже возраст, наверное, или что. Ну, возьми тарелочку, Артур, и переложи, нарежь. А рыбку соленую, кингфиш, я буду использовать на бутерброды. Сегодня, ну, бери, Парам, take your медицина. Портит всю картинку. Вот Парам принес паф в газетку завернутый. И сейчас я намажу маслицем. И туда рыбку, и лучок. Лучок маринованный тоже здесь. И что вот еще интересно, что я пообщалась с Надей. Надю все вы еще помните, я думаю, которая приезжала к нам на Новый год. Она подолгу живет в Гоа, и она уже много чего знает, много полезной информации. Так вот, она знает, что еще можно солить, ну, вот я, получается, кингфиш солю и макрель. Таран. Нет, не таран, она называется голубой марлин. Ну да. Голубой марлин. Вот такая вот рыба с острым носом. Может, для кого-то эта информация будет полезная. Что тоже, говорит, хорошо очень идет на засолку. Дала мне рецепт. Я хочу этот новый рецепт, вообще очень оригинальный, очень необычный. Я хочу сначала сама попробовать. Не, Артур, ну не надо, ну ладно, попробовать. А потом, если понравится, я вам расскажу. Необычный рецепт. Значит, тут помидоры, огурцы. Я очень сейчас удачный рецепт нашла для засолки. Кипяток,
Значит, туда добавляется соль, сахар, специи. Подожди, 5 минут покипит и потом заливаю. Так, значит, я предварительно подготавливаю огурцы и помидоры. У огурцов отрезаю попки. Помидоры продырявливаю с помощью зубочистки. Все это укладываю в такие вот кастрюльки, которые мне достались, кстати, от Бавина. Спасибо ему большое. И потом заливаю вот этим вот горячим рассолом. И потом на следующий день уже можно есть. Вот это вот уже на вторые сутки, то, что осталось у нас. Безумно вкусно получается, так, чтобы там закатывать банки на зиму. У нас такое в Индии не практикуется. Вот, а такой вот вариант очень даже удобно. Примерно раз в 2 недели. И дня 2-3 едим, потом уже как-то, да, делаем небольшой перерыв, чтобы не надоело. Вот. Ну и рыбку соленую тоже мы теперь стали регулярно есть. Жизнь налаживается. Еще бы сало где-то найти. Хоть бери да свинью заводи, потому что без сала, ой, как... Парам, give me please butter. Дай мне, пожалуйста, масло. Или ты занят? Are you busy? What are you doing? Чем ты занят? А? Записывает дебет с кредита или что? Что? I buy today all these stuff. А, он записывает то, что он потратил на стройматериалы. Получается, что он вчера потратил деньги на железные брусья. Так, ладно, я пока выключаюсь. Артур уже кричит: мама, давай быстрее, мне бутерброд с рыбой. У нас раннее утро, еще 7 часов нет. Я вышла отвезти Артура на стоянку рикш. Посмотрите, кто нас провожает. Привет, привет, привет! Солнце только-только просыпается. Артур идет с учебником в руках. Хинди. Сегодня хинди экзамен. Повторяет по дороге. Все, пока. Иди к маме. Иди к маме, не надо за нами бежать. Сейчас я Артура провожаю. Парам досыпает, отсыпается, выздоравливает. Вот, а я Артура провожаю и иду на йогу. Ты волнуешься, Артур? Конечно. Это самый такой экзамен волнительный, хинди. Там мы рано пришли, Артур, давай, выбирай. Вот он садится в рикшу, и пока она не наберется, рикша не отправляется. Не вижу других детей, потому что мы рано пришли. Родители все провожают своих детей, даже 5-классников, 6-классников обязательно провожают. Ну, это, знаете, как ритуал даже, ну, кроме того, что просто провести, да, убедиться, что твой ребенок сел и направляется в школу, а не куда-то. Кроме этого, это как уважение к ученику. Нужно благословить свое чадо, чтобы он хорошо учился и стал человеком. Так, давай я тебя... Я всегда Артура целую на прощание, но я не смогу снять это на телефон. Иди сюда, это тоже как ритуал. Все, садись. Все, счастливо. Sorry, good morning, good morning. Мама, sorry. Мама его тоже провожает. Я говорю, Артур в 3-й рикше. Вон он, видите, сидит, листает, говорит, я не хочу в 1-ю, потому что я хочу еще посидеть, повторить в спокойной обстановке, что в школу приедет уже не получится. Будет с друзьями общаться. Вот видите, Соря к нему подсел. И будут вместе повторять. Слушайте, вот это прикол. Артур мне сейчас кричит: мама, мама. Я уже... Это хорошо, что он заметил. Я ж с рюкзаком, чтобы ему не сложно было. Вот это да, вот это прикол. Time for God school back. Издеваюсь. На. Все, давай, теперь счастливо. Пока. Хорошо, что я видео снимаю и задержалась. Все. Артур уже вернулся со школы. Сынок, расскажи, как экзамен прошел? Как хинди? И сайенс как? Я не спрашивала. Все отлично. Ну что, ребята, показывайте. У нас стройка сейчас идет не только наверху, но и внизу. Артур, покажи, пожалуйста. Вот интересно, когда я делаю замечания Вигнешу и Намишу, чтобы они не катались здесь по плитке, они меня не слушают, как будто бы вообще, не знаю, человек-невидимка, а когда Артур им скажет, тогда они слушаются. Артур, ну рассказывай, показывай, что вы тут, господа строители, успели. Это вам привезли цемент, песок?
Ай, круто. Зацементировали все, принесли в плитку все недостающие материалы. Молодцы, работа идет полным ходом. Видите, как Артур проводит свое свободное от учебы время активно. Что-то строит, что-то изобретает. Молодец. Это напоминает мне мое детство. У нас тоже так пацаны строили халабуды во дворе. Ну, я тоже принимала в этом участие. Они сидела в гаджетах, в телефоне, как сейчас многие дети. Ну и привлек вот Артур еще и ребят. Артур, иди сюда. Вот уже прикопалась, но мне все-таки хочется выяснить, почему Артур. Вот обрати внимание на Вигнеша и на Миша. Это два брата. Вот что ты думаешь, что родители, разве они их любят не одинаково? Сначала родился Вигнеш, старший брат, потом Намиш. И что ты думаешь, что родители перестали любить Вигнеша? Почему ты сказал, что если у нас с папой появится еще один ребенок, у тебя братик или сестричка, то мы тебя перестанем любить? Почему ты так думаешь? Вот почему? Подожди, сядь сейчас, чтобы ты в микрофон ответил. В такой момент уточню, что я у Артура спрашиваю просто мне интересно, а не потому, что я сейчас жду ребенка. Ну, Артур, рассказывай. Ну, потому что папа или мама будет любить моего брата или сестричку, а кто-то будет любить меня. А я хочу, чтобы двое, мама и папа, любили только меня. Ну, вот откуда у тебя вообще такие мысли? Как ты думаешь, что, допустим, мама Вигнеша любит больше там Намиша, а папа больше Вигнеша? Ну, с чего ты? Ну, ты замечал? Ты замечал? Ну, что ты заметил? Объясни. Что много раз мама любила только Намиша, а папа только Вигнеша. Я такого не замечала. Ну, так это не везде, если даже у них так, хотя я в этом сомневаюсь, то это не значит, что у тебя так будет в нашей семье. Можно ж разделить свою любовь поровну, Артур. Ну, так и что, ты думаешь, что у тебя недостаток... Знаете, мне почему кажется, что Артур так за это переживает? Что у многих детей есть еще бабушки, дедушки, какие-то другие близкие родственники, а у Артура получается только я и Парам. И, может быть, действительно он боится, что возникнет дефицит любви. Больше ни от кого, да, он любви особо не получает. Только по телефону. Так, ну, видите, у меня теперь появился серьезный аргумент, причина не заводить второго ребенка. И если Артур, когда вырастет, будет меня упрекать, мол, мама, почему ты мне не родила братика или сестричку, я ему покажу это видео. Вот, ну все, мои дорогие зрители, я что-то сама уже расклеилась. Артур тоже кашляет, чихает. Все, ладно. Желаю всем нам крепкого здоровья. Берегите себя. Всех люблю, целую, обнимаю. До новой скорой встречи. Пока-пока. Хочу вам показать, как у нас электрики работают. Вот это тот парень сейчас забирался. К сожалению, я не успела включить камеру. Значит, никакой страховки. Поднимался сначала по стремянке, и что-то она у него зашаталась, чуть не упала. Он вообще пацанам своим сказал, уберите ее подальше. И дальше расстояние уже преодолевал сам, вцепившись ногами и подтягиваясь руками. Вот видите, сейчас тоже сидит, ни за что не держится. Но единственное, что именно как электрики они не очень, так как у нас постоянно электричество с перебоями работает. А так, конечно, молодцы. Им бы в цирке выступать. Топорам сейчас Артуру показывает. Ни в коем случае рядом с этим столбом не играй, потому что он открыт. Даже вот если они будут с пацанами толкаться, там бегать друг за дружкой, один другого может толкнуть и попасть в неприятность, мягко говоря. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.